Друзья, всем привет! Меня зовут Тихон, и вы на моем канале. Сегодня приготовим замечательный кекс с сухофруктами и цукатами. Рецепт этого кекса очень простой, его еще готовили наши мамы, бабушки и прапрабабушки. Вся идея в том, что основные ингредиенты – сахар, мука, сливочное масло и яйца – берутся в пропорции 1 к 1. 150 грамм яиц, 150 грамм сливочного масла, муки и сахара. Давайте начнем. В зависимости от регионов и семейных традиций рецептура может немножко меняться, добавляться какие-то дополнительные ингредиенты. Все это делается для того, чтобы сделать кекс еще более насыщенным и приятным на вкус. Поэтому я смешиваю 3 яйца и 3 столовые ложки молока. И размешиваю венчиком до однородного состояния. И пока отставляем в сторону. Во второй большой миске я смешиваю все сухие ингредиенты. Это мука, сахарный песок, ванилин, или если у вас есть ванильный стручок, замечательно, 3 грамма разрыхлителя для теста. И сюда же добавлю лимонную цедру, самую верхнюю часть, на мелкой терке. И хорошенько все между собой перемешиваем. На этом моменте лучше всего уже включить духовку на 175 градусов и поставить ее разогреваться. В самый низ я ставлю миску с холодной водой для того, чтобы она начала давать пар. Также нам понадобится форма для выпечки. У меня это обычная форма для кексов, которую я смазываю небольшим количеством сливочного масла при помощи кисточки. Хорошенько промазываю все углы нашей формы. Беру небольшое количество нашей мучной смеси и высыпаю в форму. И вот так вот распределяю по всем стенкам. Благодаря этой процедуре наш кекс никогда не прилипнет к стенкам нашей формы для выпечки. Теперь к сухим ингредиентам я добавляю половину яиц с молоком и размягченное сливочное масло 150 грамм. И начинаю аккуратно все перемешивать. Как только все ингредиенты объединились, я добавляю оставшиеся яйца. И еще раз хорошо все перемешиваю. Здесь уже можно подключить в дело венчик. В таком состоянии наше тесто уже готово к выпечке, но я хочу обогатить вкус нашего будущего кекса и добавляю туда цукаты и изюм. Вот так. Небольшое количество оставляю для украшения. И перекладываем тесто в форму для выпечки. При помощи лопатки просто разровняем его по всей поверхности. Духовка у нас разогрета до 175, мы убираем туда кекс примерно на 55 минут. Проверяем при помощи зубочистки, чтобы она из центра нашего кекса выходила сухой. Посмотрите, какой замечательный ароматный кекс у нас получился. Ароматы по кухне стоят просто невероятные. Я чувствую лимонную цедру, ваниль. Мне кажется, карамельный немножко аромат и сливочный от сливочного масла. Потрясающе. Дайте кексу остыть буквально 3 минутки в форме, в которой он выпекался. После этого он легко из нее выйдет. Вот так. И аккуратно перекладываем его на решетку.
А пока кекс остывает, я предлагаю приготовить для него сахарное покрытие. В принципе, можно просто его посыпать сахарной пудрой и уже подавать к чаю, будет очень вкусно. Но мне нравится приготовить сахарную глазурь из сахарной пудры и лимонного сока. На 200 грамм сахарной пудры мне понадобится буквально 2-3 столовые ложки лимонного сока. И просто выдавливаю лимонный сок в сахарную пудру. И при помощи ложки аккуратно перемешиваем. Постепенно добавляем лимонный сок, пока не добьемся нужной консистенции. Отлично, такая консистенция нам и нужна. И теперь при помощи этой глазури покрываем наш кекс. Я просто поливаю наш кекс глазурью. И распределяю ее ложкой. И посыпаю поверхность смесью цукатов и изюма. И дадим глазури схватиться и застыть. На это у нас уйдет от получаса до 1,5 часов, в зависимости от влажности в вашем помещении. Давайте подождем. Ну что, глазурь застыла, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Посмотрите, как замечательно выглядит кекс. Давайте его разрежем. Вот так легко и просто мы приготовили ароматный и праздничный кекс. Вкус получается нежный, сливочный, с легкой лимонной ноткой. А разноцветные цукаты и изюм привлекут внимание детей к столу. С вами был Тихон. Не забывайте подписываться на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Пишите в комментариях вашу любимую выпечку. До скорых встреч. Пока.